Здравствуйте! Сегодня хочу продемонстрировать вам работу солнечных гибких панелей, которые я использую в путешествиях для получения автономии. Находятся они в багажнике. В сложенном виде они вот в такой сумочке. По ширине багажника помещается, вес порядка 10 килограмм. Для сравнения, одна стеклянная панель весит 7 килограмм. Сейчас я ее достану и продемонстрирую работу. Гибкие панели бывают разные. Есть такого типа тонкопленочные, где полупроводниковый слой напыляют на тонкую пленку. Нарезают нужный размер, подключают электроды и ламинируют уже непосредственно ячейки. В данном случае защитным слоем выступает 1-мм тетраэфталон, аналог ПЭТа, и 2-мм термоподложка из полистирола или аналога. При этом ячейки и пластик могут изгибаться в пределах отсутствия залома в 90 градусов. Есть на рынке Китая более дешевые гибкие панели, выполненные по той же технологии, однако имеют в 2-3 раза меньшую толщину. Позиционируются они как очень легкие, около 1 килограмма. Защитные полимеры составляют около 50% себестоимости панели, и уменьшение толщины ведет к снижению эксплуатационных характеристик. В тестируемых панелях температура летом стабильная и не превышает 60 градусов. Бывают гибкие панели, в которых заламинированы обычные хрупкие кремниевые пластины, которые подвержены разлому при механическом давлении или изгибе более 20 градусов. Вот так панели выглядят в разложенном виде. Панели SunPower на 32 ячейки, размер 1,05 м на 0,54 метра. Токоведущие шины находятся снизу под ячейками. Соединены они между собой, 2 верхних и 2 нижних, проводом 2,5 квадрата заводскими. 2 плюс 2 панели соединены проводом 4 квадрата. Таким образом, потери полностью отсутствуют. Приклеены к вспененному ПВХ, который выполняет функцию гармошки при транспортировке, петли в виде таких пластиковых стяжек, и к нему закреплены провода. Провод на МППТ контроллер идет 6 квадрат. Вот в этот бокс, в котором установлен 40 амперный МППТ контроллер с Wi-Fi модулем, инвертор 2 киловаттный и аккумулятор. Дополнительно я подключил тепловентилятор 2 киловаттный для съема нагрузки, так как аккумуляторы полностью заряжены. Пошла генерация. Сейчас, конечно, не самый оптимальный период времени года. Солнце уже очень низко над горизонтом. Все-таки уже осень. Желтые деревья, опадают листья. На небе постоянная облачность. Сегодня первый день такой, что более-менее есть дымка, но по крайней мере небо не затянуто облаками. Дуют сильные ветра уже каждый день. Из практики использования могу сказать, что максимальные показатели, которые мне получалось добиться от этих панелей, это 300 Вт, то есть 75 Вт от одной панели. Это в летний период. Эти показатели были стабильные. Я приложу скрины использования летом. На данный момент вот на смартфоне можно увидеть показатели через Wi-Fi, то есть порядка 220 Вт заходит, итог 19 ампер. Мощность 75 Вт с одной панели, это максимальный показатель, который я встречал от 100-ваттной 32-ячеечной гибкой панели. Данные панели я использую уже на протяжении 2 лет и очень доволен. В случае ограниченного веса и объема при транспортировке для получения автономии рекомендую вам также использовать такие или подобные гибкие панели.